Всем привет! У нас на дворе 1 ноября. Солнышко своим вниманием не радует, но хотя бы относительно сухо, что нынче уже тоже довольно-таки неплохо. Собираемся ехать на Нижний Вожой, посмотреть, получится ли перепрыгнуть через Вожойку, речку. Вот, по пути Ярушкинский парк, Чамашур, Первомайский, Поземчутка. Правда, уже начинается приключение, потому что пообщались с Глебом. Он говорит, трещотка самая бюджетная, самая фиговая. И она уже того, то есть, не знаю, ее на мои активные катки хватило раза на 3-4. Вот. Он сейчас возьмет какую-то там свою на всякий пожарный, если мы его окончательно клинанет. Если что, будем в поле ремонтироваться. Там что-то вроде вдоль гаражей, да, и потом Ну да, что-то типа того. где-то мы тут как будто бы с Намором ездили. Возможно. Ярушкинский парк на месте. Красивый молодой Глеб тоже. Некрасивый не молодой Рус тоже. По кислороду тут уже приятнее, но так, не супер чисто. Едем дальше. На дорогу налево. Ну, тем хуже для нас, но тогда мы пешком в ноябре с Ивлевым проходили. Может, немного не по той дороге. Разберемся. Небольшая переправа. Вон там типа слева мощная тропинка, но с велосипедом там не сильно прикольно. Так. Что, там все-таки думаешь лучше? Ладно. Поиграем в гномиков. Оставим. Это еще не все, там еще. Что подложили? Хоть что-то. Ядерный коллайдер. Почти пробрались. Все-таки пешком. У меня все повернулось, да? Ну ладно. А вот это поинтереснее. Зато колеса помыть можно. Проезжаем Чамашур. Какой-то верхний там. Сколько его разного. Тут такие елочки симпотные. Так, вот нам прямо или налево? Это вопрос. Сейчас посмотрим. В Первомайском мы где-то. В общем, в него сильно углубляться решили, не решили. Времени уже много. Поедем сразу в сторону Поземи и Нижнего Вожая. Вон товарищ без рук едет. Он какой модный, сковородный. Йо, все, мы на реке Вожойка. Проскочили Нижний Вожой. Тут такой вот мосток. Попробуем перейти. Глеб говорит, там дальше нифига не лучше. Ну а что? Зато есть переправа. Можно вот тут пробираться как-то. Будем смотреть.
Горизонт наш. Справа путь Ильича, замечательный забор. Тут мы вдоль. До сюда было нормально, а вот здесь уже хардкорчик, корчик. О, вот нам туды. Ну, что я могу сказать? Проскочить можно, но так себе направление. Только что штурманули говносток с легкой подачи Глеба. Завел в такие тартарары. Я ему говорю, давай через коровник. Он такой, да нет, там охрана, все такое. Лучше не суваться. Потащились, короче. Абсолютно. Вот этот усатый-то молодой человек, он опасен. В общем, лучше туда, только в крайнем случае соваться. Лучше какие-то альтернативные пути искать. В общем, вон оттуда по центру мы выбрались, вот так вот проехались. Тут у нас небольшой перевальчик. Половину пути мы примерно преодолели, но в итоге у нас получилось не какое там легкая прогулочка, путешествие, смотр видов, а прям так хардкорчик, продирание, преодоление, вот это все. Ну, таков путь. Не заморозилось все. Летом, короче, мы вот оттуда выехали слева. Вот. И там поверху приехали, ушли в коровники. Вот так вот. Про преодоление. Вот такие участочки замечательные. Глеб как-то проскочил, я уже пешеходил. Ну, летом, конечно, тут нормально ехать в сухую погоду. А вот сейчас не очень. Надо морозы, градусов 0-5. 0 в городе, за городом под -5 уже и будет. Короче, проехали окна в лес, дорога вдоль них была летом более-менее, ну там грязина в конце была, сейчас там в начале вообще грязи. Сейчас уже проехали Бахтияры, выехали, буквально быстренько их проскочили и едем на Смирново. Итак, товарищи, мы перебираемся через речку на кого? На Смирново, правильно. Откуда? С Бахтияр, правильно. Есть нормальный тут относительно мосток, пока живой, можно тут спокойно пробираться. Путь вроде хоженый, езженый. Глеб подтверждает, что он уже тут раньше был, а я как нубяр, он все по-новому открываю.
В общем, недолго музыка играла. Снова такие замечательные пейзажи. Может, летом тут получше. Тротуар вдоль Воткинского, как мы с набором ехали сюда, к сесть. Ну вот там надо перебраться на этот тротуар еще. Он же с южной стороны. Там есть переходы какие-то. Давай подумаем. Он чуть-чуть отдален, Один, да. кстати, переход будем как с массива выезжать. Во, как вариант. Ну, как скоро там этот тротуар начинается. Короче, натерпелись мы в Смирново. Уехали вдоль дороги, надышались на неделю вперед. Там потом чуть-чуть, буквально, чтобы на Русь свернуть. По Воткинскому тоже просто обдают. Жестко-жестко. Не знаю, как вдоль трасс вообще гонять. Ну, там еще и места нету, и обочина грязная сначала была. Противная. Так что неприятно. Мы у сервиса Двигай. После выезда с Руси совсем стало плохо. Кое-как доехал до 10 лет октября, дальше уже волоком. Купили сейчас заднюю трещотку за 1400. Хорошую вроде как. Глеб грозится ее поменять. Я злой, как не знаю кто. Если будете обращаться в велопрофи, несколько раз подумайте. Вот этот вел весной ездил туда на сервис, дожил до середины лета, потом его снова пришлось везти в сервис. Поменяли заднюю звездочку, переднюю и цепь. Задней звездочкой уже опять кранты. Сколько? Ну, 4-5 моих поездок, может кто-то еще до этого чуть-чуть на нем ездил, но вроде особо нет. И товарищ тоже гонял, улучшал свой вел, ничего не почувствовал, говорит, не понял, за что деньги заплатил. Так что думайте, решайте. То есть они идеально крутят. Тут как Ладно. бы они суховаты, но без люфта, без нифига, так что Давай снимать. нормально. А если вдруг что-то будет, то можно просто их выписывать, запрессовать новые, пока еще окей. В целом жить можно. То есть вот такой съемник, 12 шлицов, по-моему. Сюда вот он вставляется. Ну тут ключ, наверное, сейчас такой стоит сколько? Рублей 500? Такой? Ну и такой все вместе. Ну, можно просто 15-м, по-моему, или какой там. Но просто если какую-нибудь китайщину купишь, ее там 2-3 раза покрутишь, она срываться начнет. Да вроде нет, тут как бы не хитрая эта штука. На 12 шлицах трудно сорвать. Вот. Это что, не влезает? О, все, приехали. Что, кривая ось, что ли? Может из-за этого... Нет, все нормально. Все нормально. Вот сейчас главное, чтобы она открутилась, потому что... Что-то подержать как-то, нет? Сейчас, не-не-не, скорее всего, рычаг нужен. Завершение прогулки практически. Видите, какой у нас красивый, замечательный. Шапка у тебя тоже в репье. Ну, я тоже не лучше. Рюкзак тоже грязный.
Все, я дома. 47 километров получилось у меня. Могло бы получиться больше и резвее, если бы не трещотка задняя. Она может только и задняя бывает. Вот. Сначала вспотел, замерз, потом согрелся. Сейчас опять под конец очень так замерз. В общем, одеваться надо как-то непонятно как. Тут еще проезжаю через новый город, какой-то снегодождь сыпал. Надеюсь, завтра не помешает. В целом, увы, по такой погоде, не знаю. Видимо, только по асфальту нормально можно ездить, потому что чуть-чуть там съезжаешь куда-нибудь, все, начинаются лужи, грязи и т.д. и т.п. Либо морозов ждать. Whoa!